Всем добрейшего надела, это Сергей Табачников, и в эфире очередной четверг. Давайте не будем затягивать. Лишь напомню только что в ноябре у нас будет, правильно? Что? Тура! Куда ты вместе со своими друзьями и семьей собираешься ты прийти и всех известить своих знакомых. Постоянно шумят на улице, хочется выйти и немножечко 45-46. Concentrate, concentrate. Итак, гитара Warmoth Stratocaster красленькой. Именно на этой гитаре я записал альбом Daze и потом альбом Завалитер, которые, кстати, вышли ровно в один день с промежутком в 1 год. Пара слов о гитаре. Во-первых, она выгодно прикрывает мои гениталии, потому что я снова потерял штаны. Далее, корпус выполнен из красного дерева, ровно в цвет. Просто махагони. Выполнен... Ай, блядь! Прям по косточке крепкая. А значит, выполнена из 2 кусков, как и водится. Гриф из клена. Сзади мы можем наблюдать холку бобра, сточенную пяточку. Здесь тоже все очень и очень удобно. Колоки шперцел лаковые. Порожек Графтек тефлоновый. Лады 6105. Накладочка сделана из темного индийского розевуда. Автомобиль Вилкинсон позолоченно вытертого наглухо цвета. И звукосниматель. Раньше здесь стояли барыга Кнукель Nail Bomb Set. Теперь это Mod Joye и Puff Joye. Громкость, тоня и 5-позиционный переключатель Schaller Style от слова ПРС. Кроме того, не так давно все абсолютно я запаял на серебряных проводах. Серебряным припоем. Зазвучало. Да, и 2 слова по поводу проводов. Evidence Audio. Даже Monster кабель кажется смешным после него. Итак, давайте пройдем по порядочку. Для начала просто бридж. Вторая позиция дарит нам вот эту катушечку и вот эту катушечку. И сварены они параллельно, то есть как 2 сингла. 2 ближние катушечки. Средняя позиция – это совершенно уникальная вещь. Это те же самые катушечки, но заварены они последовательно. То есть фактически это хамбакер, который стоит в центре с широкой базой катушечной. Попробуем. Далее идет позиция, где заварены крайние катушечки звукоснимателей параллельно. То есть фактически 2 сингла — это чистой воды телетастер.
Спросишь ты, конечно, для чего я впаял Тони. Я скажу тебе так. Ничего не буду говорить, просто включу сингл, и ты поймешь сам. Будет слишком много брызг. Поэтому мы чуть-чуть подкрутим его на половиночку. Это где-то отголоски метеорита Челябинского. И то же самое, но уже без поганых брызг, а точно и жирно. Также обращу внимание, что я не пожадничал и поставил бумагомасляный конденсатор. Папер ин аил, как называют его некоторые заморские жители. Просто проиграю. Что касается чистого звука, давайте последовательно, позиционно разберем на примере уникального совершенно рифа с грядущего альбома, который выйдет никто не знает когда, но в самое ближайшее отдаленное время, даже возможно, что в этом десятилетии, возможно, вряд ли в следующем, но ориентировочно осенью. Наверняка не этой, может быть и нет. Так что однозначного мнения нет. Как ты видишь, я постоянно практикую эту политическую беседу. Я сказал 46 слов, но ни хрена конкретики. Только слова, которые льются из моих сладострастных уст, как говно. Риф! Риф-то точно есть, он натуральный.
Вот напомню, если давайте и здесь попробуем поиграть ручкой Тони. Если мы включим совсем чуть-чуть. Бывает иногда, что хочется чуть-чуть, но не нужно брызгать. Поэтому мы чуть-чуть выкручиваем. И все у нас сразу садится в микс. Как-то тонковато, но я не хочу переключаться на хамбахер, я хочу остаться в тонком режиме, но чтобы не было вот этого вот мудизма. И компрессор класть не хочется, компрессор бы, конечно, спас. Поэтому мы выкручиваем ручку тона как следует, может быть даже на 4, и пробуем. Легкий налет компрессора, конечно, не повредит. Кстати, я продаю компрессор, он тебе нужен. Это уникальный совершенно. Это уникальный совершенно компрессор красной фирмы МХ, значит, Ре тут с каким-то дефектом, вниз еще палочка пошла. Русского языка вообще не знает. Значит, здесь есть 2 ручки, я в одном из наделов показывал, не буду заострять внимание. Он действительно продается со скидкой, можно его экстремально быстро взять. Сегодня, друзья, мы узнаем, что такое дайв-бомбинг. Ну, во-первых, дайв-бомбинг — это когда ты набираешь водичку в презерватив или в надувной шарик и забираешься на крышу Москва-Сити. Это настоящий дайв-бомбинг, хотя это только увертюра. Основной дайв-бомбинг начинается, когда приезжает ОМОН. Вот тогда-то все и происходит. Первый раз. Да, дайв-бомбинг. Ну, а если касательно гитары, то дайв-бомбинг — это когда ты берешь рычаг и опускаешь его вниз до самого предела. У всех гитар предел разный. У гитар без Флойд Роуза, конечно, запас туда-сюда поменьше. С Флойд Роузом можно делать это почти на 6 тонов. Попробуем. Значит, я дал ноту. И спустил. В хорошем смысле опять. Где это применяется? Например, в каком-нибудь классном рифе.
В общем, можно по-разному. Все зависит от фантазии. Главное помнить, что дайв-бомб — это не шутка и не развлечение. Это серьезный инструмент для разнообразия композиции, поэтому совать его каждый 4-й такт, сука, не надо. Иначе будет невкусно. Ваш чай будет переслащен. Слабовато что-то полетело. Собственно, чем богата музда на этой недельке? Во-первых, это группа под названием «Ручная граната». Во главе банды Илья Лагутенко, который постоянно думает, что он Сид Вишес, но на деле выходит, что он Янка Дягилев. Абсолютно уникально, им главное, что всего по 9,5 лет, это целая банда-команда, подающая никаких надежд, но если они будут заниматься, то все самое сладкое впереди. И даже гитарист, у которого 62 переключателя на гитаре Брайана Мэя, до сих пор полагающий, что у него только один звукосниматель. Это я сейчас плавно намекнул, что на чистом звуке можно было бы и переключать на другой звукосниматель. Но, когда березы растут прямо из сцены, это о чем-то говорит. Стой. Далее группа «Беременная пианино». В заявке было так и указано, я постараюсь нисколечко не переврать автора вместе с той уникальной мимикой, которую он отразил в текстовом виде. Я постараюсь это изобразить. Состав, двоеточие, девушка Оксана и сессионный музыкант. Вот примерно так все это и выглядело, но мы смотрим. Дальше национальный русский музыкант под простым именем Ермак. Видно, что парень работает над собой, покупает множество оборудования, вешает уникальный русский изоляционный ковер, и у него все начинает получаться, потому что он много трудится. И это хороший примерус, Максимус.
Здравствуйте, доктор. Подскажите, как установить, настроить оборудование на репетиционной точке так, чтобы всех было слышно? Чтобы басист не жался, что его не слышно, когда все слышат только его. Может, как это все установить относительно ударной установки? Чтобы все каналы? Спасибо. Этот вопрос, вы знаете ли, мучает, конечно, каждого подлого музыканта, который думает: ебука я до себя погромче, до верхней середины, как добавлю, чтобы у всех барабанные перепонки сотрясались. А я глуховат и себя не слышу, к сожалению, поэтому, пожалуйста, меня нужно громче всех. Мне похуй, что я басист. Мне похуй, что я не доминирующее звено в этом коллективе, но я должен быть громче всех. Или вот это, например: давайте добавим щелчка у бочки так, чтобы яички лопались. Это не очень хорошо, это не работает. Как нужно сделать? Все правильно. Вообще звук имеет волновую природу в своей основе. Поэтому, учитывая это, нужно грамотно проектировать расположение аппаратуры и самих ушных каналов музыкантов. Почему? Потому что если какой-нибудь гигант мысли, накопивший всего 82 рубля сэкономленных, и то потому, что он пил крестьянское пиво Пенза-Бир, и купил провод кабелину 1,5, сука, метра. Басист, конечно, кто еще? Встыкается, значит, в этот усилитель и встает на расстоянии 1,5 метра, а комбик-то маленький такой, и он дует ему в ногу, ну или в коленку на крайний случай. И вот он играет и понимает, что не слышно, что он делает, прибавляет. Поиграет, понимает, что не слышно, что он делает, выкручивает на максимум, так, что становится жалко этот поганый маленький 40-ваттный комбик. А всего-то что нужно было сделать? 4 раза не выпить Пенза-Бир и купить себе проводок хотя бы 6 метров. Отойти и послушать, как прекрасно вы сидите в миксе даже на малой громкости. Я недаром намекал на то, что звук имеет волновую природу. А волны, особенно низкочастотные, они совсем вот такие. Высокочастотные, они вот так вот располагаются, а низкочастотные маленькие. Поэтому, если вы стоите прямо совсем рядом с комбиком, то, конечно, вы ничего не услышите. А те, кто стоят чуть-чуть подальше, они думают: вот это мудила, вот это он втопил, гадина. Поэтому все, что нужно, это просто отойти немножечко подальше, и вы сразу для своих подлых ушей сядете в микс нормально. Можно потише сделать. Соответственно, это нужно и учитывать для остальных членов. Кому нужно погромче, кому потише. Если вы, гитаристы, люто ненавидите этого вечно пукающего басиста, то просто встаньте рядом с его комбиком, прямо рядом. Конечно, если он не очень высоко поднят и динамик не смотрит вам прямо в блед. Но так, чтобы ваш комбик был от вас на расстоянии где-то 3, ну хотя бы, а лучше 5-6 метров. Нет, что-то дохуя. Так, чтобы ваш усилитель был на расстоянии 3 метра от вас. Ну 4, если вы мажор и у вас большое репетиционное помещение. Но 3 метров, в принципе, вполне достаточно. И маленький секрет джедая: нужно этот ваш усилитель немножко поднять. Вот именно вам-то и нужно, чтобы динамик смотрел вам прямо в плед. И тогда вы начнете себя слышать. Минимум 3 метра и прямо в плед. Тогда все начнет происходить очень и очень хорошо. Рядом с барабанщиком тоже стоять не рекомендую, особенно без специальных берушей с дырочками музыкальных. У разных производителей есть, они как бы понижают немножечко звуковое давление без
обрезания верхних частот, потому что на самом деле, если тарелочка шуршит тебе 4 часа репетиции, то потом немножечко больно. Это был Надел. Очень рад, что ты все еще с нами. Напомню, что я регулярно, каждый день обновляю свой Твиттер. Там разного рода экстремальные новости, которые больше ты нигде не сможешь прочитать. И первый раз я анонсирую для вас, что в ноябре будет тур ансамбля Набодиван. Ты сможешь посетить его в разных городах. Городов не так много, потому что холодно, медведи, снега, боль. Но тот, кто хочет, всегда сможет попасть на концерт. На этом я с вами прощаюсь. До следующего через четверга, например.